Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я вас рада здесь видеть сегодня. Смотрю, многие после вчерашней автопатии выжили. Кто-то уже даже проснулся. Давайте я для начала представлюсь. Меня зовут Дарина Гордеева, я являюсь руководителем отдела тестирования в интерактивном агентстве веб-разработки АГИМа. И тема моего доклада сегодня – роль QA в обеспечении 99,9% аптайма. Я работаю в сфере где-то около 5 лет. И довольно часто я наблюдаю одну и ту же проблему. Это принцип разрозненных специалистов. Каждый сам себе работает, что-то делает, исполняет свои обязанности, заканчивает задачи, дай бог отчитывается руководителю, если ему такого вообще есть. И в дальнейшем просто может даже забыть о задаче. При этом часто даже многие специалисты не знают вообще, кто что делает сам по себе в отдельности. И если вдруг поступает какая-то проблема, либо, например, даже еще назревает какой-то конфликт, то, соответственно, начинается игра в мяч. Каждый пытается отфутболить свою ответственность другому специалисту до последнего вздоха. Но также при этом, если у вас в команде отсутствует некий специалист, что тоже довольно часто встречается, ведь наверняка вы, наверное, видели объявления довольно часто даже от больших каких-то компаний с поиском специалиста, который придет, настроит процесс с нуля, сделает все хорошо и по возможности даже в скором времени свалит. Итак, давайте рассмотрим. У нас все-таки есть очень важный проект, на котором вы являетесь специалистом по качеству. У вас при этом с заказчиком подписан SLA. Кто знает, что такое SLA? Можете поднять руки? О, отлично! Итак, поясню для тех, кто, в принципе, может быть, не знаком, не слышал об этом. SLA – это соглашение об уровне предоставления услуги, где показателем качества является доступность сайта. Часто эта цифра стремится к девяткам. Наверное, многие видели, обращали внимание, что чем больше девяток, тем лучше, естественно, и тем выше ответственность. При этом при всем, если у нас на такой команде, если у нас в команде такого проекта, допустим, отсутствуют некоторые специалисты, это непростительная вообще ситуация, просто-напросто. Нельзя, чтобы отсутствовал кто-то, будь то там тестировщик, администратор или тем более специалист по качеству. Такой человек обязательно должен быть в команде. Что же из себя будет представлять тогда правильная команда на проект? Это своеобразная святая троица, где у нас есть и разработчики, и тестировщики, и специалисты по качеству. При этом каждый знает про свою зону ответственности, отвечает за нее, может вести дела, допустим, например, и знает, что происходит у каждого другого специалиста, но в то же время они не влезают каждый сам по себе в чужую зону. Но при этом при всем он несет полную ответственность за свою зону, за свою часть. При этом при всем, когда каждый чем-то своим сделан, можно сказать, в отдельности тоже занимается, при этом при всем каждый знает, что будет у нас в итоге, какой будет результат. И, соответственно, за этот результат они отвечают и за него полностью. Что же тогда может вам помочь упростить некие процессы вообще в целом? Для начала это наши любимые регламенты. Я надеюсь, все хоть когда-нибудь писали, правильно их? Вот. Соответственно, каким образом они могут вам вообще упростить жизнь и разработку в целом? Допустим, если у вас процессы внутри отделов или даже на их стыке прописаны и документированы, то всегда можно будет иметь четкое представление, понимание, кто что делает, в каком процессе, то есть в каком виде это все происходит и в каком порядке. При этом при всем, вы в регламентах можете также отразить такую вещь, как систему поощрений и систему, то есть, наказаний, грубо говоря. Так, например, если у вас специалист делает постоянно качественные билды, либо, допустим, в протяжении какого-то энного периода достигается аптайм ваш оговоренный, то, соответственно, вы можете его поощрить, вы можете ему выдать бонус. В то же время вы в регламентах можете отразить систему наказаний в том плане, что если вы, допустим, например, то есть увидели или понимаете на проекте, что
администратор там вовремя не среагировал на аварию, или у вас была какая-то еще недоступность, то, соответственно, можно ввести систему штрафов, которая может там достигать, допустим, например, даже двойного уровня бонуса. При этом, при всем, когда вы начинаете писать регламенты, не забывайте о релизной схеме. Я надеюсь, многие, в принципе, к ней прибегают, и многие ее используют. Да? Должен быть из рук. Ага, не все. Ладно, хорошо, надо исправляться. Внедряйте обязательно релизную схему, потому что любой флоу, который будет прописан и которым вы будете следовать, может заметно упростить вашу жизнь и разработку в целом. Так же, как и деплой. Но при этом, при всем, когда мы пишем регламенты и начинаем, там, грубо говоря, думать о правах вообще везде и вся, не забывайте об ограничении численных прав. Не стоит давать каждому доступ на прод. То есть вообще в проду это святое наше место, туда должен иметь доступ очень узкий круг лиц. Допустим, например, у нас доступ на прод вообще имеет только трое. Это тимлид разработчиков, специалист по качеству и старший администратор. Простым смертным разработчикам доступ туда вообще закрыт напрочь. Потому что иначе, если они вдруг полезут пофиксить что-то там быстренько, там маленькую какую-то вещь, там мы сейчас вот опишем, бэкду закроем, не дай бог они уронят прод. Проект, который будет нести деньги вообще, да, в целом, и у которого, например, бизнес завязан на онлайн-продажах, простой даже в один час будет нести колоссальные убытки, которые могут отразиться на исполнителя. Давайте мы рассмотрим, наверное, роли специалистов. Каждый, в принципе, прекрасно понимает, кто что делает в отделе. Ну, то есть разработчики, понятное дело, пишут код в соответствии с ТЗ, там, тестировщики, естественно, проверяют результат, дают какой-то фидбэк. Администраторы сидят и занимаются площадками, настраивают архитектуру. Специалист по качеству, соответственно, просто понимает, что происходит на проекте, будет там вести, допустим, например, продукт, отвечает за качество обеспеченное, да, там какими-то мерами. Вот, и в любое время, то есть ему может быть спрос. Но при этом при всем это не все так легко, как кажется. Потому что если специалист по качеству начинает работать с каждым в отдельности в тандеме, может получиться заметно лучший результат. Для начала, например, специалист по качеству приходит в отдел разработки и понимает, что у них там творится. И вот тогда он может спокойно, например, понять, где какие есть дыры. При этом при всем это будет производиться путем опроса, средств каких-то статистик и показаний. Минимально, что вы можете сделать в отделе разработки, это как минимум хотя бы настроить автомеш для того, чтобы код был всегда актуальным. Требовать от разработчиков, чтобы они писали и следовали стандартам и регламентам разработки, чтобы был хотя бы проводился, там, не знаю, при каждой комиссии или даже в уши хотя бы в препу, был произведен автоматический код-ревью, это тоже очень важно. И если у вас в отделе вообще разработчики ленятся писать юнит-тесты, то заставьте их это делать. Пусть они пишут, пусть они их прогоняют. Потому что без юнит-тестов на больших и важных проектах вообще нельзя жить. Ну и плюс ко всему, если у нас такой же важный проект, о котором я говорила, да, где у нас, в принципе, очень важна дистрибуемость структуры высоким показателям, нам обязательно нужно подумать о безопасности. Я надеюсь, что очень многие сейчас уже слышали про, может быть, стала модной эта тема, про ЛВАС. Ура! Есть это. Вот. Соответственно, когда вы получаете, то есть, у вас, например, там есть какая-то безопасность, нужно, чтобы ваши разработчики при этом следовали этим тоже стандартам и регламентам. Чтобы специалист по качеству, либо пентестер, когда будут производить проверку, они ни в коем случае, допустим, например, что-то не откопали. Дальше. У тестировщика все, в принципе, тут должно быть уже хорошо, так как это наша идея, в принципе. Мы настраиваем автотесты по возможности, проводим все виды тестирования, которые тоже позволяют нам наш проект. И, соответственно, специалист по качеству, обращаясь в отдел или, допустим, снимает какой-то сред, он понимает, насколько качественный продукт и вообще на каком этапе развития.
В это же время наши доблестные администраторы занимаются архитектурой. Они настраивают площадки, разворачивают окружение, поднимают стейджи. При этом на проде желательно схема в том плане, чтобы были распределенные серверы и балансировщики, и вовремя настроенные бэкапы, и отдельные базы данных. Ну, то есть, чтобы она висела отдельно. Пока, то есть, каждый, в принципе, вроде как получил свои задачи, у нас специалист по качеству не скучает. Он продолжает думать про ту систему и архитектуру мониторинга в целом. И Андрей очень многие используют мониторинги. Да? Вот. Что я под этим подразумеваю? В первую очередь нужно подключить систему автоматического мониторинга доступности. По идее, это может быть либо несколько разных систем, которые не зависят друг от друга, либо дополняют, либо это может быть одна система. Но тогда для эффективности показателей нужно, чтобы не были еще распределенные серверы. При этом при всем, настраивая такую систему, не забывайте про мониторинг мониторинга. Что же это такое? Допустим, у вас ваша основная система когда-нибудь может отказать. Ей может стать плохо, или она просто может упасть. И как мы об этом узнаем, если она даже нас просто не успела об этом оповестить? Соответственно, у нас есть другая резервная система мониторинга, которая будет следить и за сайтом, и за этой системой, и в случае чего обязательно нам об этом сообщит. Также, если у вас на вашем проекте при помощи системы мониторинга не получается настроить мониторинг и проверку каких-то третьих сервисов сторонних, то постарайтесь тогда написать скрипты доступности проверки. То есть каждый скрипт, он будет хотя бы обращаться к сервису и получать код VTO. Наиболее лучшее решение, которое не просто обращается к сервису, при этом замеряет время отклика и при малейшем отклонении от нормы сразу присылает отбивку. То есть вы не будете тут дожидаться, пока он будет окончательно за сервиса и сайт может лечь. При этом и все, у нас система мониторинга всегда может уведомить нашу группу. Группа экстренного реагирования, в принципе, определяется из тех людей, кто, естественно, является ключевыми в проекте. И при этом при всем у нас есть несколько способов. Как минимум 3 известных – это оповещение на e-mail, SMS и звонки. Два последних способа, то есть звонки, они еще и подразумевают, что у нас есть канал оповещения. При этом при всем не забывайте о резервировании. То есть мало того, что нужно будет зарезервировать способ оповещения, да, допустим, например, настроить другой тип, либо просто повторный. При этом при всем на смс-звонках обязательно используйте еще резервный канал оповещения. Потому что вполне себе у провайдера могут быть свои какие-то проблемы. И когда он поляжет, а это случайно случится в одно и то же время, когда у вас может вылететь сервис, то обязательно, то есть, другой какой-то еще резервный канал, он сможет оповестить в случае чего. Что ж, давайте подытожим. Для начала, если у вас довольно большой проект, который на вас случайно упал, у вас есть в команде творится некий хаос, убедитесь сначала, что у вас в принципе железные нервы, вы сможете собрать команду воедино, вы при этом при всем сможете всегда держать руку на пульсе путем настройки системы мониторинга, что вы везде подстраховались и резервные системы у вас есть и они работают. И при этом при всем постарайтесь навести порядок в отделах. Вот. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Вон вижу. Ну и при выходе из зала не забываем ставить маленькие лайки, онлайки и так далее. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вы упомянули при рассказе о том, как должна быть выстроена работа с разрабами, чтобы на каждый коммит, это стилосы, на каждый коммит в REST проводился автоматический код-ревью. Очень интересно, что это такое. Смотрите, есть, в принципе, несколько способов, то есть можно сделать настройку код-ревью локального разработчика. То есть он может, в принципе, например, у себя что-то делать в коммите, и при каждом коммите будет производиться код-ревью. Либо же это можно будет организовать на стороне площадки или даже репозитория. То есть когда вы будете уже пушить непосредственно какой-то код, он может там прогоняться и выдавать отчет или сообщение, например, уведомление и разработчику и тимлиду о том, что там, допустим, например, есть какие-то ошибки.
Ну, вообще, я, честно говоря, не знаю ни одну систему автоматического код-ревью. То, что вы сейчас вот рассказали... Нет, это не система, вы просто будете это настраивать, чтобы это было автоматически. То есть, допустим, например... Код-ревью никогда не будет автоматическим, требует просмотра глазами. Как минимум, желательно, хорошо, если у вас очень грамотные тестировщики, они могут посмотреть код и увидеть что-то плохое в нем. А давать обратно разрабу на код-ревью, это 100% разраб не будет смотреть код своего друга, просто потому что они друзья знают, что оба хорошо разрабатывают. Для этого есть как раз регламенты. Регламенты, да, они есть, прекрасно. Кто придерживается регламентов? Ну ладно. Молодец. Вот, хорошо. Тогда второй вопрос. Смотрите, вы говорите о том, что надо четко разделять зону ответственности, все замечательно, но таким образом вы очень сильно изолируете отделы между собой. И в случае, предположим, что если у вас это не очень большая компания, не знаю, насколько у вас большая компания, но это небольшая компания. Вот, да, замечательно. Там правила автобуса не будут действовать. А вот, например, в небольших компаниях, где там по 2 человека разработчик, тестировщик и пусть аналитик даже. Администратор, да? Администратор был у нас третий. Собственно, достаточно как бы вот этого эффекта автобуса, чтобы у нас пропало тестирование, или мы просто не смогли поднять без админа тестовое окружение, или, например, не смогли без разраба почистить код. Вот. Просто сейчас больше тенденции двигаются в сторону как бы, пресловутого DevOps, то есть, грубо говоря, те тестировщики могут и частично обходиться без администраторов, вернее, даже конвертировать свои функции с администраторами, администраторы могут взаимодействовать. Ну да, допустим, если они могут поднять площадку, там, например, либо что-то еще сделать, но это, в принципе, неправильно, потому что он тратит свое время, которое он может намного продуктивнее вообще использовать, он тратит на не свои задачи. Поэтому у нас есть четкое понимание, что у каждого есть своя зона ответственности, он за нее отвечает, он делает свои обязанности, он выполняет все свои функции. При этом при всем, если, допустим, так случается, что, не знаю, администратор вдруг заболел, и там опаздывает, он едет, надо срочно поднять площадку, без проблем. У нас есть другой специалист, который это спокойно сделает. Но при этом мы не стараемся постоянно... Да, я понял. Короче, все решается количеством, правильно? Нет, не количеством, качеством. Количеством, разделением этого большого количества людей по всем зонам. Всегда качеством. Нет, ну качество результат количества, да, в данном случае. Ладно, я не буду дальше комментировать. Спасибо. Спасибо. Можете подискутировать. Да, да. У кого еще есть вопросы? Добрый день. Добрый. За доклад у меня вопрос к системе мониторинга. Да. Вот. Можете привести пример, как вы ее выстраивали с нуля? У нас есть система мониторинга, но тестировщики начинают туда ходить, мне кажется, многим не очень удобно. А какая у вас система, если не секрет? У нас самописное решение. А почему вы, например, не использовали Zabbix, хотя бы элементарный? Нет, там более сложная система. Ну, это как посмотреть. То есть Zabbix — это инструмент. Насколько вы его будете использовать и как вы его настроите, это зависит строго от вас и от ваших целей и задач. То есть в целом, например, у нас даже есть довольно простой сервис, если вы не слышали, это хост-трекер. То есть там просто можно вписать URL страницы, да, допустим, например, вбить условия проверки, там, допустим, например, что есть закрывающие там HTML, да, на странице. Если это все ок, страница считается доступной. То есть это вот как просто минимум. Это довольно простая настройка, да, но при этом при всем, например, Zabbix, то есть он позволяет, то есть он может сделать то же самое, но при этом при всем можно еще будет, например, настроить ту же самую, то есть еще и замер времени отклика, например, да, от сервиса. То есть использовать не просто одну страницу и просто получать с нее код успешный, а дописать большое количество проверок, и, соответственно, на каждый случай можно будет еще настроить отдельное оповещение. То есть в целом просто это реальный инструмент, и как вы его будете использовать, настраивать, это просто только от вас зависит. Дело в том, что у нас система мониторинга немного другие вещи. Продукт пишет логи информатор, и они все отделаются, потому что там несколько площадок, несколько аппликаций, вот, и мы мониторим, по сути, ошибки.
Нет ошибок. Ну, по сути, да, нужно отлавливать ошибки, но при этом у мониторинга есть такая вот вещь, что он может, в принципе, настраиваться и как вот на проверку, да, то есть, да, что все хорошо, так и на сбор логов. И причем, что вы можете даже все ошибки, даже градировать так, что там это могут быть либо там, не знаю, ворнинги, либо это может быть просто какое-то предупреждение, либо это может быть вообще фатал. То есть все это время все очень гибко. Надеюсь, ответил. Спасибо. Дальше уже в кулуарах. Да, идем сюда. Давайте поаплодируем нашим докладчикам. Спасибо.